Ну вот, завтра канун Рождества. В магазине все забито. Жутко. Немножко пищевой такой выпуск. Только что вышел из магазина. Надеюсь, вам хорошо слышно. Ветерок дует. Ночью, кстати говоря, жутко. Вот эти вот ролеты, тут подписчики ходят на меня, ругаются, говорят, что ты ругаешь Испанию. Ну вот смотрите, тут принято ставить на окна ролеты такие опускающиеся, где-то автоматически, где-то вручную, которые защищают от излишнего солнечного света. Называются они здесь по-испански персиянос. Но есть с ними нюанс. Они делаются, как правило, из алюминия. И нюанс с ними в том, что они под действием ветра, даже если ты полностью их опустил, они все равно вот как такая большая простыня на ветру грюкают и издают, ну, поскольку они же подвижные, они же наматываются на то, что в России называется ролл-ставни. Они наматываются на бобину и, соответственно, в развернутом состоянии большая такая подвижная простыня. Жуткие звуки, конечно, ночью издают, просто невозможно, когда ветер дует. Плюс, поскольку я вам уже говорил, я живу, по сути, на последнем этаже, и выше меня балкон мансарды соседа, но его комната находится глубже. Вот, то есть надо мной крыша из кафеля. И там какие-то антенны стоят. Они, в общем, гнутся туда-сюда, издают звуки, как какие-то мачты. Это весело, наверное, и хорошо на корабле. Но когда ты пытаешься заснуть, и там какие-то хлысты у тебя над головой хлещут всю ночь, это жутко, конечно. В общем, поспать я так и не смог. Вот, поплакался вам. Ну, про звукоизоляцию я вам уже говорил. Звукоизоляции тут практически нет. И поэтому все это слышно, все это мешает спать. Честно говоря, жутко себя чувствую сейчас. Ну ладно. Радуйтесь тому, что в России у вас нет таких проблем. Вот, таких нет. Ладно. Извините, что так побрюжал немножко. Ну, чтобы вы не думали, что мне тут прям молочные реки с кисельными берегами. Есть бытовые неудобства, их много всяких разных. И за 2 года я до сих пор к многим не привык. Вот вам еще пример, да, в продолжение того, что я уже рассказывал. Прихожу сейчас на почту. Понятно, что завтра канун Рождества, но все равно прихожу на почту. Очередь стоит, значит, работают 2 из 4 окошка, то есть 2 оператора из 4. Очередь человек 25 и почему-то в одно окошко, потому что они приняли такое решение, что только в одном окошке получают посылки. Ну, понятно, под Новый год кто-то отправляет, кто-то получает, но, в общем, на отправку мало, а вот на получение аж 25 человек. Надо сказать, что все-таки очередь двигается быстро. Я нашел в очереди собеседников. Прелесть просто этого отрезка от Торревехи до, ну, вот от Мурсии до Валенсии, что здесь огромное количество иностранцев по сравнению даже с Барселоной. И вот мы с иностранкой, с ее сестрой поболтали на английском. Они не носители языка, но мы прекрасно с ними нашли общий язык, поболтали.
Очень интересные люди оказались под конец. Ну, то есть мы болтали вначале о каких-то бытовых вопросах, но под конец оказались очень интересные люди. Я надеюсь, что с ними будет у меня продолжение общения. Я бы даже сказал, они предельно загадочные для меня, почему я их встретил, но уверен, что эта встреча была не случайна. Это раз. Но время прошло за беседой незаметно. Спасибо моему хорошему английскому и их хорошему английскому. Поболтали немножко о Европе вообще, об Испании, о разнице между Торревьехо и Альтеей. Они не рекомендовали мне приезжать южнее Аликанте. То есть в Торревьехо они мне не рекомендовали приезжать, если что. Они сами оттуда сбежали. Вот, и подхожу я к кассе, и выясняется, что у них зависли 2 компьютера. То есть вот это вот, кто выдавала, она мне выдать не может. И начинается. Да, зачем я пошел на почту? На почту я пошел для того, чтобы забрать доставку из Мурсии товаров из Икеи. Ну нету, вот понимаете, ни в Бенидорме, в достаточно большом городке, очень популярном среди туристов, особенно из Северной Европы, ни в Аликанте нету Икеи в том виде, как мы ее привыкли. То есть большого магазина нету, понимаете, деревня. Хотя, мне кажется, это очень большая глупость, потому что тут полно иностранцев из Северной Европы, они бы в эту Икею, они бы там жили. Что как посольство Швеции было бы у них. Но нет. Ближайшая Икея в нормальном виде находится в Мурсии. Вот. А это 150 километров отсюда. Значит, как я говорил, может быть, вы не знаете, не помните, тут есть 3 городка с именем Альтея, мягко, буква Л мягко. И вот по непонятной причине Икея отправила мой заказ в другой городок, другую деревню рядом. Ну, рядом относительно, это 5 километров в гору. Вот. Не знаю, может быть, они отправили, потому что у меня русская фамилия. А в Альтея-Хиллз живут одни олигархи. Они подумали, что раз я русский, значит точно олигарх. И отправили туда. Но самое главное, что там почтовое отделение работает очень мало времени. И нужно выгадать, чтобы туда прийти, попасть. Ну и как бы плюс вон она, кстати, там на горе. Вот там вот на горе, вот туда мне нужно было 5 километров пехом давать. Вот. Или искать автобус, ехать, угадывать, в какое время, чтобы отделение было открыто. В общем, я созвонился с IKEA. И, слава богу, это шведская компания, там все говорят по-английски. И они договорились, что отправят мне на вот этот адрес, где я живу, почтовое отделение. Так вот, оказалось, что 2 посылки было. Одну посылку с тем номером, который пришел мне на e-mail, они как бы отозвали. Отправителя, она вернулась обратно в Мурсию. А вторую посылку они мне отправили. И это посылка с другим номером заказа, который они мне продиктовали устно. И e-mail по нему не приходил. И вот на почте женщина, мне просто супер повезло, что она говорит по-английски. Плюс еще она немножечко стесняется, что не очень хорошо говорит по-английски. Поэтому не сильно наглела. И вот она начала выяснять. Сорян, ребята, у нас тут нету электрического поезда, у нас дизельный. Вот. Уехал он. Громко было. Ну, прикиньте, да, то есть есть линия, и вот почему-то от Бенидорма до Дении не догадались электрифицировать вот эту линию. И ходит здесь
не электрический трамвай, они называют это трамваем, ну такой маленький поезд, а нужно пересаживаться в Бенедорме на дизельный вагончик такой, ну размером как сдвоенный трамвай, обычный для нас, маленький такой поезд дизельный. И вот он ходит почему-то, ну не могли электрифицировать, хотя мне кажется, если было сквозное сообщение, сел на поезд и поехал аж до Дении, было бы классно. Ну, видите, не развито, нету логики в их действиях. Почему-то не делают они этого. Ну ладно, возвращаясь к почте. В общем, подхожу к оператору, она говорит, у меня компьютер не работает. Потом она что-то как-то перезагрузила, он загрузился, начинает искать мой заказ, и все она у меня потребовала. И чек из Икеи, и имейл предыдущий. Я объясняю, что они назначили отправку этих товаров с другим номером, который назвали по телефону, нету имейла. В общем, долго я, наверное, минут 30 ее убеждал, что у меня есть номер заказа, у меня есть трекинг, у меня есть штрих-код, но ей всего этого было мало. Она и мой ID попросила, то есть документ, вот эту красную карточку с моей мордой и с ФИО, и всю переписку с Икеей пересмотрел. Ну, в общем, допросила меня. Ну, правда, все очень вежливо. Все на позитиве, извиняющийся, надо отдать ей должное, в отличие от предыдущих товарищей. Она не посылала меня куда подальше, как любят испанцы, типа «No habla inglés, fuck off». Нет, такого она не делала, старалась мне помочь, очень нервничала из-за того, что у нее не получается. Но выдала в конечном итоге, распечатала какую-то бумажку, я подписался, что получил. Полчаса на одного, а очередь за мной стояла, ну клянусь, вот змейкой по всему отделению почтовому 25 человек минимум. Вот. Правда, никто не кричал, никто не ругался. Вот это особенность испанцев. Они, в общем, стараются избегать конфликтов. Вот. И иностранцы здесь к этому привыкают, а тоже стараются избегать. Все на расслабоне такие, на чили. Ну и вишенка на торте. Для тех, кто досмотрел, спасибо. Напишите про ваши случаи с доставкой. Я-то не знаю, что в России произошло за последние 2 года. Может, там все еще хуже. Напишите мне очень интересно, как у вас доставка теперь работает. Я считаю, что у вас все очень супер, все лучше. Ну, в общем, смотрите. Я заказывал такие достаточно легкие предметы из Икеи. Пришла большущая коробка. Метр примерно на 25 на 25. То есть огромная коробка такая пришла. И самое интересное, что она оказалась, сука, вскрытой. То есть, с одной стороны, она заклеена скотчем, а с другой стороны, где заводская, ну, то есть, где ее упаковывали, а с другой стороны, где заводская скотча не было, и где завод как-то выпускающий коробки делал дно, то есть, со стороны дна, а не крышки. Чайки кричат. Кто-то ее вскрыл на почте, ну, наверное, на почте, где еще, и просунул туда руку зачекать, что там было доставлено. А поскольку там всякие сувениры и тряпки, то не украли. Оставили, ну, наверное, подумали, что если они украдут. И видно было, что она была вскрыта. Ну, потому что они отодрали угол и руку туда просовывали. Ух! Ну, вот такая вот Испания. Похожая на нас да нельзя. И по почте, и по неаккуратности сотрудников. Увы, ребята, что я вам должен такое рассказывать. Но мне кажется, лучше я вас предупрежу. Параписум парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне.
Но вы знаете хотя бы, что вот такая вот Испания, не сильно отличающаяся от нас в этом плане. Зато тепло, хорошо. Сижу, солнышко светит. Все стараются транкила, маньяна, кальма, чтобы расслабиться. Русских полно вокруг, русскоговорящих. Каждый второй на кассе. Вот. Любят ребята Коста-Бланка. Почему-то. Все. Вот вам я надеюсь, чуточку подсластил пилюлю. Рассказал, что нету рая на земле.